Юрий Михайлович Антонов – это легенда советской эстрады, композитор и поэт, чьи песни слушают и поют целые поколения. Общий тираж пластинок первого советского миллионера достиг почти 50 миллионов. Юрий Антонов является заслуженным артистом Чечено-Ингушской АССР и народным артистом России. Дорогие друзья, если вам нравится наше видео, вы можете щелкнуть по колокольчику и выбрать все уведомления, подписаться на наш канал. Юрий Антонов родился в феврале 1945 года в семье украинской девушки Наташи Литовченко и офицера морской пехоты Михаила Антонова. Семья Юрия Антонова в годы и в послевоенные годы войны испытывала много трудностей, и Юрий Михайлович в детстве очень много болел, что не могло не сказаться на последствиях в будущем его здоровья. Юрий Михайлович ходил сразу в две школы – общеобразовательную и музыкальную. Маленькому Юре всегда нравилось, как его энергичная мама поет украинские песни, а отец при этом теряет свою обычную суровость. Как только мальчик понял, что ему нравится заниматься музыкой, Юре предложили стать руководителем хора при железнодорожном депо. Было ему 14. Чувствовал он себя уже взрослым, и когда мальчик впервые принес домой первую зарплату, его родители были поражены. Они поняли, что музыка в жизни сына – это всерьез и надолго. После окончания общеобразовательных школ Юрий Антонов был призван в ряды советской армии. Служба во внутренних войсках МВД запомнилась юноше тем, что и там ему удалось создать самодеятельный ансамбль, с которым они выступали на различных армейских мероприятиях. Вернувшись из армии, Юрий занял должность музыкального руководителя «Тоники» ансамбля Виктора Вуячича. Делал аранжировки, сочинял наброски и даже успел сняться с игрой на гитаре в картине «Беларусьфильма» «Отчего же нам не петь?». Начало 70-х годов в Советском Союзе ознаменовалось застоем во всех направлениях, в том числе и на эстраде. И тут коллектив «Поющие гитары» представляет композицию, которая всколыхнула все представления о советской песне «Нет тебя прекрасней». Эту песню без преувеличения пела вся страна. И впервые на всю страну прозвучало имя исполнителя и композитора Юрия Антонова. После успеха с коллективом «Поющие гитары» Антонова берут в свой репертуар «Веселые ребята», «Земляне», «Поющие сердца», «Красные маки», а также Валерий Ободзинский и Лев Лещенко. Тем не менее, путь на голубой экран был ему закрыт, поскольку он не был членом Союза композиторов. По этой же причине не допускались к изданию многие его песни. Всесоюзная слава пришла к композитору вместе с сотрудничеством группы «Аракс», несмотря на то, что худсовет запретил выпуск на фирме «Мелодия» их совместного альбома. Антонов издал несколько пластинок «Миньонов», которые шли на расхват в музыкальных магазинах. Именно тогда появились его знаменитые композиции «Зеркало», «Анастасия», «Золотая лестница», «Я вспоминаю», «Жизнь» и «20 лет спустя». Альбомы тиражом свыше 20 миллионов копий были распроданы практически мгновенно по всей стране. Звуковая дорожка называет Юрия Антонова лучшим певцом Советского Союза 1982 года. Юрий Антонов
выпускает песни ко многим фильмам, в том числе знаменитый фильм «Берегите женщин». Свой первый полноценный студийный альбом Юрий Антонов увидел и записал в Югославии. Наконец, в 1983 году фирма «Мелодия» выпускает 2 альбома гиганта с песнями Юрия Антонова. И такие песни, как «Крыша дома твоего», «Дикие лошади», «Я иду тебе навстречу» звучат на весь Советский Союз. В это время Юрия Михайловича Антонова приглашают в телевизионный проект «Шире круг», где он представляет песню с одноименным названием, ставшую гимном телефестиваля. Во второй половине 80-х Юрий Михайлович Антонов пишет композицию к фильму «Прежде чем расстаться» и впервые попадает на песню года. В 1987 году руководство Советского Союза захотели запретить некоторые выступления Юрия Михайловича Антонова. И когда во время одного из концертов, на котором присутствовало руководство партии, люди встали на своих трибунах и стали скандировать имя Юрия Михайловича Антонова с просьбой, чтобы концерт продолжилось. Руководство обиделось, но Юрий Михайлович продолжил свое выступление. Юрий Михайлович Антонов может часами говорить о своем творчестве, анализировать разные его периоды, но лишь только речь заходит о личной жизни, переводит тему сразу на кошек, коих в загородном доме певца несколько десятков. Впрочем, Юрий Антонов любит не только кошек, а животных в принципе. В его частном доме живут и собаки, и сельскохозяйственная живность. Так уж случилось, что исполнитель, который был окружен любовью миллионов женщин, предпочел в старости кошек и бильярд, который он также обожает. Иногда, смеясь, Юрий Михайлович сравнивает кошек с женщинами, которые мурлычат, ластятся только когда им что-нибудь нужно. Своих питомцев композитор даже лечит сам, не боясь получить травмы от их когтей. О своей бурной молодости и некоторых любовных историях он лишь однажды рассказал в интервью. Так, в молодости у композитора случился страстный, но краткосрочный роман с сотрудницей звукозаписывающей студии, по национальности мексиканкой. Еще Антонов был влюблен в Наталью Фатееву, которая не приняла его ухаживание всерьез, а своих воздыхательниц и фанаток всерьез Юрий Антонов не воспринимал. Первая девушка, которой у Юрия была симпатия, архангельская девушка Рита, красивая девочка, кореглазая, светловолосая, чернобровая. Обоим было по 16 лет, когда они гуляли в парке Молодчина друг с другом за ручки. Рита училась в политехническом техникуме, а затем уехала с семьей так далеко, что Юрий Михайлович ее сразу не нашел, и отношения на этом прекратились. Вторая жена появилась у Антонова во время его сотрудничества с югославской фирмой звукозаписи. Звали ее Мирослава Бобанович. Положение супруга югославской гражданки позволяло композитору покупать музыкальную аппаратуру такого качества, о котором профессионалы-музыканты в Советском Союзе могли только мечтать. Но семейная жизнь не сложилась и со второй женой, которая сейчас живет в Загребе. Третья супруга Анна, хоть и русская по происхождению, тоже не захотела жить в России. Она проживает в Париже, как и взрослая дочь Антонова Людмила.
Также у певца есть сын Михаил, который родился в 1996 году и живет сейчас в Москве. Сейчас Юрий Михайлович Антонов живет в собственном доме в пригороде Москвы. Компанию ему составляет целый зоопарк: кошки, собаки, гуси, павлины, цесарки и белки. У всех у них имеются собственные вольеры, численность поголовья постоянно увеличивается, ведь многих четвероногих Юрий Антонов подбирает прямо на улице. Артист считает, что в сегодняшнем мире, где люди постоянно предают и продают друг друга, животные гораздо интереснее, и общение с ними доставляет ему ни с чем не сравнимое удовольствие. Дорогие друзья, благодарю вас за просмотр. Если вам понравилось наше видео, щелкайте на колокольчик, выбирайте все уведомления и подписывайтесь на наш канал. Увидимся!